Построить небоскреб за 19 дней? А может, лучше захватить часть другого государства без боя и на обоюдном согласии? Сегодня вы узнаете о том, как Китай стал лидером в мировом строительном бизнесе, как он зарабатывает на этом и ставит сумасшедшие рекорды, а также для чего ему это нужно. Приятного просмотра! 20% всех инвестиций в мировое строительство приходится на Китай. По данным аналитиков, к 2030 году сумма, которую страна будет вкладывать в разные проекты, превысит 13 триллионов долларов. Но как Китай смог добиться таких огромных показателей? Все дело в руководстве страны, которая действует максимально грамотно. Еще в прошлом веке Китай был плохо развит. Большая часть населения жила в деревнях, а количество городских жителей было совсем незначительным. Эту проблему нужно было решать, так как людей в стране становилось все больше, а площадь земли увеличить никак нельзя. Решением проблемы могли бы стать города с плотной застройкой и высокими зданиями. Но на тот момент в стране не было технологий для реализации подобных проектов. Тогда правительство Китая приняло гениальное решение. Оно создало льготные условия для иностранных компаний, благодаря чему в страну хлынули огромные инвестиции. Это позволило в короткие сроки создать благоприятную почву для развития. В Китае начали появляться новые предприятия с передовыми технологиями. Быстрыми темпами строились города, а рост ВВП на душу населения принял двузначные значения. Страна закупала у других стран не продукцию, а технологии по производству. Эта политика и позволила Китайской Народной Республике занять второе место в мировой экономике, а технологии строительства развить до самого высокого уровня в мире. Но почему все обращаются с вопросом о строительстве чего-либо именно к Китаю? Да потому что они делают все качественно, быстро и дешево. Например, китайцы построили у себя на родине небоскреб в 57 этажей всего за 19 дней. Скорость, с которой возводилось здание, составила около 3 этажей в сутки. Ни в одной стране мира нет строительной компании, которая могла бы похвастаться таким результатом. Но как это вообще возможно? Все дело в том, что здание возводилось по модульной технологии. Сначала на строительной площадке подготавливался фундамент. Заняло это, конечно, больше, чем 19 дней, а именно несколько месяцев. Но сами стены и крыши были построены именно за это время. Все время, которое готовился фундамент, на специальном заводе изготавливались специальные металлические конструкции, которые представляли из себя блок-модули. Их смысл в том, что здание можно построить как игрушечный конструктор, только масштаб побольше. Далее, когда на стройплощадке все было готово к возведению, туда привозились все оставшиеся стройматериалы, а специально обученные рабочие возводили здание в строгой последовательности. К слову, конструкция здания позволяет ему выстоять при 9-бальном землетрясении. В небоскребе предусмотрена централизованная система вентиляции, очистки воздуха и кондиционирования. А стоимость такой постройки куда ниже классических вариантов. Именно из-за таких рекордов Китай и занял первое место на мировом рынке строительства. Быстро возводимые здания за счет своих преимуществ пользуются большим спросом и на российском рынке. Одной из организаций, которая использует в работе эту технологию, стало производственное объединение «Система». Компания давно зарекомендовала себя на рынке как качественного подрядчика, который может выполнить заказ любой сложности. В компании работают только профессионалы, а на выбор предлагаются самые разные блок-модули, начиная от обычных офисных помещений и заканчивая сложными техническими сооружениями. Компания работает по строгим стандартам и тщательно контролирует все рабочие процессы. Подробнее о производственном объединении «Система» вы можете узнать по ссылке в описании. Еще один рекорд по скорости возведения домов также принадлежит китайским строительным компаниям. Они смогли возвести жилой дом в 10 этажей всего за 29 часов. Дом соответствует всем стандартам и, как отмечают проектировщики, имеет огромный запас прочности. Естественно, стоимость строительства такого здания намного ниже, чем при использовании классических технологий. Технология возведения точно та же, что и в случае с небоскребом. Правда, если там использовались стальные модули, тут они уже железобетонные. На стройплощадке заранее подготовили фундамент. Далее начали привозить уже готовые блок-модули жилых помещений, а потом просто устанавливали их в нужной последовательности и закрепляли. Так Китай и поставил очередной рекорд в строительстве. Помимо возведения жилых зданий и небоскребов, китайцы ставят рекорды и в строительстве новых автомобильных и железных дорог. Темп, в котором работают строительные компании, просто поражает. Около 750 метров автомобильных дорог в час. Такая скорость достигается за счет специальных технологий и очень продуманного и грамотного управления рабочими бригадами, а также колоссальными инвестициями в прокладку новых дорог. Бюджеты на строительство дорог зачастую выше в десятки, а то и сотни раз, чем в любых других странах. Помимо этого, Китай производит более 1 миллиарда тонн цемента в год.
К слову, в России, где также большими темпами идет стройка, выпускается всего 70-80 миллионов тонн. Помимо всего прочего, отмечается и высокое качество дорожного покрытия. Строительные компании нередко заявляют о сроках службы автомобильных дорог, которые составляют более 10 лет, а в некоторых случаях этот срок увеличивается до 50 лет. Все эти данные не взяты с потолка и являются вполне правдивыми. Дело в том, что при строительстве дорог китайские инженеры учитывают все регламенты, используют только качественные материалы и совсем не экономят на работах. Например, на всех дорогах должен быть продуман качественный водоотвод, чтобы на полотне не скапливалась вода. Помимо этого, для дорожного покрытия выбираются только самые износостойкие материалы. Еще одним важным аспектом в строительстве дорог, как отмечают китайские инженеры, стала качественная подготовка и стабилизация грунта перед началом работ. Дело в том, что прокладывать автомагистрали приходится в самых разных условиях. Почва в одном месте может отличаться от другого так сильно, что если не учесть этот параметр, то ваше дорожное полотно просто развалится за несколько месяцев. Именно поэтому при строительстве дорог сначала идет качественная подготовка по стабилизации грунта. Китайские компании показывают поразительные темпы и при ремонте уже готовых объектов. Так в Пекине заменили целый мост для шестиполосной трассы всего за 43 часа. Как такое возможно? Опять же, грамотное построение рабочего процесса, подготовка и доля смекалки. Вместо классического способа замены моста, когда старую конструкцию сначала долго разбирают, а потом на ее месте собирают новую, китайские строители воспользовались одним лайфхаком. Они не перекрывали шоссе для возведения нового моста, а просто привезли уже готовый прямо на место стройки. Дальше в течение этих 43 часов они заменили конструкцию со старой на новую и запустили движение. Как отмечает правительство, при классическом методе ремонта потребовалось бы перекрыть трассу на целых 2 месяца. А так как эта автомагистраль имеет большое значение на северо-востоке Пекина и соединяет кольцевую дорогу, скоростную магистраль в аэропорт и еще одну важную трассу, закрывать ее на столь длительный срок было непозволительной роскошью. Поэтому была разработана новая технология, которая получила название «интегративная замена». Именно она и позволила сократить срок работы с 2 месяцев до 2 дней. К слову про цемент. Помимо того, что Китай производит бетона больше всех в мире, он у них еще и уникальный. Дело в том, что ученые в поиске более дешевого и качественного материала разработали специальный раствор, в состав которого входит натуральная почва. Называют такой бетон зеленым. Помимо почвы, в состав входят и разные строительные отходы. Согласно отчету разработки, новый тип материала позволит существенно снизить стоимость строительства, а также ускорить его. Использовать зеленый бетон можно почти в любом направлении. При обычном возведении домов, при строительстве автобанов, аэропортов, железных дорог, использовать в энергетике и многих других сложных технических проектах. Новый тип бетона уже проходит испытания на практике. Его постепенно вводят в эксплуатацию различные строительные компании Китая. Разработчики уверяют нас, что подобная разработка будет дешевле стандартных аналогов, а также указывают, что качество материала будет выше. Но узнать это на практике мы сможем только спустя некоторое время. В Китае не просто используют передовые технологии, но и улучшают их. Так, разработанная в 1986 году технология BIM-моделирования была принята на вооружение китайскими строительными компаниями только в 2002 году. В то же время другие страны уже вовсю использовали ее. Но по состоянию на сегодняшний день Китай занимает первое место по использованию этой технологии. Что это за технология? Building Information Modeling дословно переводится как информационное моделирование зданий. Она позволяет строить здания в самые короткие сроки, которые только могут потребоваться, а также с наименьшими затратами. Помимо этого, она способствует более эффективному использованию уже готовых зданий в течение их жизненного цикла. При использовании BIM здание, которое планируется построить, рассматривается не как состоящее из разных частей, а как единый цельный объект. Если в нем изменить какой-либо параметр, будь то ширина, высота или длина здания, другие связанные значения автоматически подстроятся под него и также изменят свои значения. Помимо перечисленных данных, BIM позволяет оптимизировать затраченное время на постройку здания, снизить его стоимость, учесть окружающую среду, а также построить сейсмически устойчивое здание. Технология также позволяет создавать объекты сложной конструкции и формы. Например, в Пекине возвели здание под названием Phoenix Media Center. Форма здания поражает воображение. Выглядит оно как настоящая выпуклая лента Мёбиуса. В нем использовалось 3800 стеклянных панелей различных размеров. Стоит также отметить, что здание получило множество наград на различных конкурсах.
Для снижения стоимости и сроков китайские строители используют не только технологию модульного возведения зданий, но и 3D-печать настоящих домов. Китай стал первой в мире страной, которая начала использовать эту технологию. Аналитики считают, что за 3D-печатью лежит будущее мирового строительства. Среди достоинств выделяют опять же скорость, низкую цену, а также высокое качество возводимых построек. Но как работает эта технология? Да примерно так же, как и 3D-принтер у вас дома. Из специального материала робот возводит стены здания, укладывая его слой за слоем и постепенно поднимаясь все выше. Конструкция получается очень прочной за счет своей монолитности. 3D-печать не требует полноценного участия человека. Достаточно только следить за работой и подавать материалы. 3D-принтеры Китая используют в своей работе только утилизированный строительный и промышленный мусор. Стоимость таких построек очень низкая. На возведение дома средних размеров потребуется около $5000, что в несколько раз дешевле, чем при классическом строительстве. Одна компания даже возвела в городе Суцзяу несколько кварталов именно при помощи этой технологии. Правда, больше узнать о работе и устройстве принтера невозможно, так как все, что с ним связано, китайцы держат в секрете. Любые фотографии и видеосъемка работающего аппарата запрещены, а подходить к нему может только специализированный персонал. А то, как китайцы строят огромные мосты, может повергнуть вас в шок. Для этого они создали специальную машину. Все строительство, конечно, начинается с подготовки. Сначала возводятся специальные несущие колонны моста, которые должны удерживать всю конструкцию. Делается это в основном классическими методами и может занимать достаточно много времени. Но то, как стройка идет дальше, выглядит просто невероятно. К первой опоре приезжает специальная машина, которая держит пролет моста. Он расположен прямо внутри авто. Дальше автомобиль подъезжает к краю, выдвигает специальную ногу и начинает двигаться вместе с пролетом к следующему несущему столбу. Там он выдвигает еще одну ногу и становится на нее. Так аппарат с легкостью и с высокой скоростью устанавливает пролеты будущих мостов. Стоит ли говорить, что подобная технология чрезвычайно полезна? Благодаря ей не требуется использовать несколько тяжелых и огромных кранов, которые к тому же не всегда удается разместить на стройке. Чтобы очень быстро построить мост, достаточно всего лишь одной специализированной машины. Технология позволяет за пару дней пройти километры пути. Все потому, что машина делает все за человека автоматически. Качество при этом нисколько не страдает. Также это снижает и затраты при постройке, так как требуется меньше техники, меньше персонала, а также меньше времени. А за все это, как правило, и надо платить. А дальше ты узнаешь, для чего Китай так активно прокачивает свое строительство. Мы уже рассказывали, что стране очень нужно качественное и быстрое строительство, так как территория у нее ограничена, а население очень большое. Эта проблема остро видна, когда заходишь на рынок недвижимости в крупных городах. Цены на жилье на специализированных сайтах могут повергнуть вас в шок, так как они одни из самых высоких. Но не только по этой причине Китай так старательно изучает новые технологии. Это еще и очень прибыльный бизнес. Взять, к примеру, Африку. В ней очень много стран, в которых есть проблемы с деньгами и наукой. Самостоятельно построить, например, дамбу они не в силах. Поэтому они обращаются к иностранным строительным компаниям. Здесь и выходит на сцену Китай. Он предлагает лучшие условия как для строительства, так и для кредитования. Этим и пользуются другие государства. Но где тут заработок? Да все просто. Африканские страны не всегда могут исправно платить по кредиту. У них и так мало денег, а тут еще и дорогостоящие постройки. Случалось и такое, что страна рассчитывала привлечь большие деньги, построив у себя новый порт. Но эти ожидания не оправдались. Кстати, этот порт строили именно китайцы, и расположен он в Шри-Ланке. Китай простил этот долг, но с условием, что построенный порт перейдет к ним в управление и собственность на 99 лет. А расположение у него настолько удачное, что для Китайской Народной Республики не стало большой проблемой раскрутить в нем торговлю и получать огромные доходы. Это не единичный случай, когда Китай делает такие шаги. Возможно, это их стратегии по завоеванию мира, когда более слабые государства будут вынуждены отдавать в пользование свои земли. Например, в том самом злополучном порту трудятся как местные, так и сами китайцы. Но вот зарплата у местных в разы ниже, да и высокие должности они не занимают. Так Китай и строит свой бизнес, основанный на строительстве. Сегодня вы узнали о крутых технологиях строительства, которые используют китайские компании и которые помогают им ставить умопомрачительные рекорды. Интересно наблюдать за развитием, так как то, что будет потом, может вас потрясти. Спасибо за просмотр.